По всему миру и даже в интернете можно обнаружить потрясающие скульптуры. Их создатели просто взяли и разрушили все традиции, которые царили в мире изобразительного искусства. Сегодня скульптура — это гораздо больше, чем просто камень или бетон, преображенный в определенную гармоничную форму. Современные изваяния делаются из совершенно разных и порой, кажется, несочетаемых материалов, а их смысл стал куда глубже, чем воспевание характера или линий. Карма, США. 7-метровое творение корейского скульптора До Хасу встречает посетителей Нью-Йоркской художественной галереи Олбрайт Нокс и сразу поражает воображение, с высоты человеческого роста кажется запущенной в небо ракетой. Арт-объект состоит из 98 мужских фигур из стали, сидящих на корточках и закрывающих друг другу глаза. Инсталляция, напоминающая символичный посеребренный позвоночник, аллюзия на эволюцию, в ходе которой каждое следующее поколение должно быть духовно выше предыдущего. Потомки, закрыв глаза на грехи и преступления прародителей, возвысятся, но будут вынуждены опираться на опыт предыдущих поколений. Скульптура была установлена в парке Сидней энд Валдабестхоф Скульптуре Гарден в феврале 2012 года. Тайная вечеря, Last Supper, Альберта Шукальского. США. Живописная группа гипсовых призраков на фоне долины смерти, а город и музей находятся неподалеку от этого знаменитого американского парка, та самая скульптура бельгийского автора, которая называется Last Supper. Альберт Шукальский создавал ее по мотивам знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечера», на что потратил больше 2 лет. Для большей реалистичности он использовал в качестве модели живых людей, которых накрывал материей, пропитанной быстросохнущим раствором на основе гипса. Особенно живописно эта скульптурная группа выглядит в темное время суток, когда бестелесные фигуры призраков освещаются изнутри разноцветной подсветкой. Многие туристы специально приезжают в музей под открытым небом Goldwell Open Air Museum ближе к вечеру, чтобы насладиться именно таким загадочным и таинственным видом тайной вечери Альберта Шукальского. Неизбежность времени. Адам Мартинакис. Греция. Греческий художник и скульптор Адам Мартинакис создает цифровые скульптуры в жанре футуристического виртуального арта. В работах Адама Мартинакиса мы едва ли встретим что-то, кроме человеческих тел. Они переплетаются, соединяются, перетекают из одного в другое, рассекают друг друга, распадаются на части или растворяются в пространстве. Застывшее движение является здесь выразительным средством, как в танце, а безликое тело символом самой жизни. Рациональность от Йоанна Капоти. Скульптуры Йоанна Капоти и Иоанн Сапоти – это образы, соотносимые с обычными понятиями. Каждый предмет имеет какое-то значение, содержание, которое общеизвестно. Оно есть, но скрывается где-то в контексте. А скульптор это самое содержание немножко вытаскивает наружу, и получается. По крайней мере, интересно. Аутодрома Интернационала Янзоэ Дино Феррари. Аутодрома Интернационала Янзоэ Дино Феррари – гоночная трасса недалеко от итальянского города Имола, расположенная примерно в 40 километров к востоку от Болоньи. Хотя гоночная трасса известна множеством захватывающих гонок и привлекательной статуей за ее пределами, на фото, она, к сожалению, также известна как место, где всемирно любимый гонщик Формулы-1 Айртон Сенна погиб после аварии во время гонки. Цифровая касатка, Digital Arts. Дуглас Коупленд, Дуглас Цоупланд. Красивое и причудливое, это произведение искусства 2009 года, оформленное в цифровом формате, было заказано городом Ванкувером с видом на гавань и горы провинциального парка Кипарис. Скульптура, состоящая из стальной арматуры с алюминиевой облицовкой и черных и белых кубов, стала достопримечательностью как для туристов, так и для местных жителей. Голова Франца Кафки. Это поразительная скульптура 2014 года, расположенная в Праге, сделана из слоев нержавеющей стали, которые вращаются на 360 градусов, иногда выравниваясь, образуя массивную голову. Индия. Земной центр Джатаю, также известный как природный парк Джатаю. Самая большая в мире скульптура птицы 61 метр в длину, 46 метров в ширину и 21 в высоту. Автор этого шедеврального творения, индиец Раджив Анчал, посвятил созданию скульптуры 10 лет своей жизни. Скульптура посвящена безопасности женщин и чести, символизируя собой защиту женщин. Сам парк Джатаю символизирует эпоху, где люди и другие живые существа заботятся друг о друге. Сон Альберта от Жауме Пленса. Канада. Сон Альберты, статуя художника испанского происхождения Жауме Пленса, находится в Альберте, Канада. Произведение искусства носит в высшей степени политический характер, и многие, похоже, по-разному оценивают его истинное значение. И все же именно это делает работу Пленса особенной, поскольку она запускает разговор, которого в противном случае могло бы и не быть. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.